День добрый, господа! Я приветствую вас на канале MNG. И сегодня, на удивление, мы не будем играть в XCOM, мы немножко поговорим про XCOM. Дело в том, что в последнее время мне стали очень часто задавать вопросы о Лонгваре, о моей сборке. И вопросы из разряда, знаете, меня постоянно убивают, у меня что-то не получается, помоги, подскажи, как тут что работает. Вот. И я решил, что постоянно не отвечать этим людям с большими стенами текста, я решил запилить видос, где я, даже серию видосов, да, наверное, будет 2 видоса. В первом я расскажу о всех механиках ЛВ, которые достаточно знать новичку. Вот, а также дам ссылки на то, где можно еще более подробно с этим ознакомиться. А после этого я сделаю видос, где дам мои топ-15 советов о том, как не гореть в ЛВ, как более-менее удачно запускать игру, начинать играть, вот, не гореть и получать удовольствие. Вот. И давайте начнем с первой части. Я расскажу о всех самых важных механиках Лонгвара, которые нужно знать перед началом игры. Надеюсь, видос будет небольшой. Итак, первое, с чего мы начнем, что у нас на Мстителе есть вот такая штука, каюта шефа. Думаю, никто из вас туда особо не заходил, а зря. Если сюда зайти и нажать на архив проекта XCOM, вот здесь будет очень много всякой разной информации, в основном из базовой игры. Но нам здесь интересно, что если мотнуть в самый низ, тут у нас будет концепция Лонгвар, концепция Лонгвар. Вот эти две вещи, вот эти 2 пункта здесь. Если вы новичок и никогда не играли в Лонгвар, лучше все вот это прочитать. Текста здесь немного, но вот это очень важная информация. Я, конечно, ее тоже проговорю, но если вы ни разу сюда не заходили, лучше зайдите. Как бы это не займет много времени. Прочтете и хоть с чем-то ознакомитесь. Вот. Об этой штуке сказал. Теперь давайте пойдем по порядку. Значит, когда вы первый раз выходите на карту, здесь, как видите, уже есть какой-то прогресс компании. Но не обращайте внимания, это тестовая у нас как бы, да? Тестовая моя компания, в которой я тестил разные штуки, она нам подойдет для объяснения всего, что здесь происходит. Итак, давайте начнем с того, что мы всегда начинаем в одном регионе. Регионов этих много. Со временем вы их сможете осваивать. Вот, вся карта поделена на регионы. Мы начинаем в одном из регионов, и в этом регионе он не наш, сразу говорю, он Адвента. Мы повстанцы. Он Адвента, но у нас в нем есть наше убежище. Вот, в это убежище можно заходить вот такой кнопочкой. И в этом убежище у нас трудятся люди. Этих людей поначалу будет 6. Здесь вот у вас тоже никого не будет. Будет 6 человек. Они будут неопытные, вот этого всего тоже не будет. Эти люди на вас работают. Вы можете им назначать работу. Делается это вот так, или всем вместе вот так. То есть всего они умеют делать 4 вида работы. Давайте по порядку. Первый — разведданные. Люди, добывающие разведданные, очень медленно приносят вам вот эти разведданные. Это очень важный параметр в игре. Куда он используется, я расскажу позже. В общем, это они добывают разведданные. И также, что самое главное, они ищут миссии. Вот пока у вас в этом регионе сидят люди, которые ищут разведданные, если я буду мотать время, я буду находить миссии. Я буду находить вот эти самые миссии. Во всех других случаях, если они у вас будут делать что-то другое, и вы будете не здесь, миссии не будут появляться. Это очень важно, что стоит запомнить. Только если вы ищете разведданные, будут появляться миссии. Вот. Второе, что они умеют делать? Они могут искать рекрутов. Поиск рекрутов — это вот эти люди будут пытаться найти все время кого-нибудь еще сюда, в это убежище. То есть они будут увеличивать свое количество. Вы будете время от времени вот здесь видеть всплывающие надписи, что там кто-то там появился, он будет снизу появляться, и его можно тоже назначать будет на работу. Вот. Появляются они до 13 человек здесь. Когда здесь, то есть они на самом деле появляются до очень большого количества человек, хоть до 20, но работать в итоге может только 13. Все остальные будут как бы в резерве, они будут ничего не делать, просто ждать своей очереди. Вот. Это вот такой момент. Поиск рекрутов довольно важная тоже штука. Также при поиске рекрутов они иногда будут находить вам новобранцев. Новобранцы находятся вот здесь. То есть у вас есть бойцы, вот вербовать, и вот эти самые новобранцы. Вот они тоже время от времени будут здесь появляться, только в том случае, если у вас идет набор рекрутов. То есть если вы в каком-то из убежищ делаете вот это самое действие. Я шансы точно не помню, но важно понимать суть. Новобранцы только тогда будут появляться. Вот. Третье действие — это сбор материалов. То есть все эти люди
вот сейчас, когда я назначил сбор материалов, будут добывать материалы. Смотрите, вот у меня было 0,0, я назначил материалы 255. То есть за 18 дней вот эти люди, 11 человек, назначенные здесь, мне добудут 255. И в конце месяца я их получу, собственно. Вот смотрите, я уберу, и будет 0. То есть никто не добывает материалы, будет 0, соответственно. Все очень просто. И еще четвертый момент, они могут сидеть в конспирации. Конспирация — это, по сути, ничего не делание. Эти люди ничего не делают. Это бывает полезно, если вы хотите снизить, так сказать, обстановку в этом регионе. Если там какая-то жесть пошла, если тут много адвента, сильно большая бдительность, и вы не хотите ничего там делать, то вы садите их в конспирацию и тем самым, так сказать, снижаете бдительность адвента, чтобы он вот тут не напал на вас, что-то такое не устроил вам. Вот это 4 вида деятельности. Также немаловажный момент в этих убежищах, что вот эти картинки вот этих людей, они не всегда могут быть людьми. Среди них иногда могут быть безлики. Вот, когда вы ищете, например, рекрутов, вот так вот, поиск рекрутов, они с определенным шансом, когда появляется новый человек, он может оказаться, так сказать, засланцем, шпионом адвента, безликим на самом деле. Вот этот безликий будет для вас виден как обычный человек, но на самом деле он не будет вам помогать, он будет даже мешать вам, он будет уменьшать шанс нахождения нормальных миссий, он будет воровать у вас деньги. При поиске рекрутов он, соответственно, ничего не будет делать, то есть он на самом деле вредитель будет. Вот. Этих безликих как можно находить? Их можно находить советником убежища. Вот здесь у каждого убежища есть кнопочка, вы можете туда назначать кого-нибудь. Вот смотрите, если мы назначим ученого, ученый, он забустит наши разведданные. Все, ученого надо назначать только тогда, когда вы добываете разведданные. Он ускоряет, так сказать, работу всех вот этих людей. Если вы назначите инженера, давайте вот любого, господи, он забустит поиск материалов, то есть материалов будет больше. Вот помните, у нас было 255, с инженером 306 стало, то есть он немножечко бустанул, примерно там на 25%. Вот. А если вы назначаете бойца, вот какого-нибудь бойца назначим, он как раз таки занимается поиском вот этих безликих. Он, так сказать, проверяет всех лично и ищет этих самых безликих. И в какой-то момент вам выпадет миссия в этом регионе, что опа, мы нашли безликого. Можно его наказать, можно его там поймать, убить и так далее. Поэтому, если у вас есть свободные люди, всегда их сюда назначаем. Тут еще тоже какой момент, что безликие ищутся тем лучше, чем выше звание у вашего солдата. Также хорошо их ищут спецы с навыком скан. И их очень хорошо ищут офицеры. Я не помню точные цифры, вы их можете найти при надобности, но вот этот момент можно помнить. Окей, это все, что касается убежищ, в принципе, рассказал. Как открывать и находить новые убежища, да? Вот вы начали в одном регионе, там после буквально одного исследования у вас откроется возможность летать в соседние регионы, вы сможете как бы на них летать, у вас появится возможность открывать регион, вот так вот установить контакт. Для этого вам что надо? Надо, чтобы у вас были контакты свободные и были разведданные в необходимом количестве. Вот, например, представим, что я хочу открыть этот регион. Вот, мне нужно 100 разведданных, и у меня должен был бы быть контакт. Если бы он бы у меня был, я бы просто прилетел, потратил пару дней, и у меня бы здесь организовалось новое убежище с моими людьми, которых бы я тоже мог куда-то назначать. Соответственно, искать миссии, искать деньги там, ну и так далее. Таким способом вы осваиваете карту. И здесь еще какой момент, что вот эти убежища, они что означают? Что регион-то на самом деле не ваш. У вас только убежище в нем стоит. Но чтобы сделать регион вот прям вашим, прям изгнать оттуда пришельцев, чтобы все победа людей, вам нужно выполнить цепочку миссий на освобождение в этом регионе. Это что такое? То есть вы когда сканите миссии, вот таким образом, да, например, у вас будут находиться миссии, вот, например, миссия нашлась, и у всех миссий, которые являются освободительными, вот здесь всегда будет приписка «Освобождение». Она иногда багует, она может быть, ну, текст на текст может наезжать, но в целом всегда эта приписка есть «Освобождение». Вот. И вы, когда вы выполняете хотя бы одну такую первую миссию, вам с большим шансом начнет выпадать еще такие миссии до 4 штук. 4 штуки их будет. 4-я миссия — это всегда вышка, а 5-я миссия, собственно, все, освобождение уже региона. Это будет крутая такая миссия, вы найдете штаб, там будет очень много врагов, вам надо будет их убить, и вы освободите, собственно, регион. Вот. Как узнать, какой у меня сейчас прогресс, в каком регионе по поводу освобождения? Есть вот такая волшебная кнопочка, смотрите, здесь видно будет. Сюда нажимаете, и вы видите обзор всех регионов. Вы, к слову, здесь видите, сколько у вас людей там,
чем они заняты, материалы, данные, рекруты, конспирация. Видите советников, видите доход. И вот здесь у названий, если вы уже делали миссии освобождения, у вас будут шарики. Вот, количество шариков означает, где какой прогресс освобождения. Тем самым вы можете регулировать, как бы, ну и понимать, где вы ближе к освобождению и где надо бы поднажать. Вот, еще раз повторяю, всего таких миссий 5 на освобождение. 4-я миссия — это всегда у вас будет вышка, 5-я миссия — все, освобождение. Когда вы освободите регион, он будет ваш, у вас будет написано, он освобожден, прям фраза такая написана будет. И деятельность людей в регионе, в освобожденном, будет усилена. Я не помню точно, то ли на 25%, то ли на 50%, то есть они будут еще лучше искать рекрутов, еще лучше добывать материалы, ну и так далее, да? Вот это объяснил. Другая важная часть Лонгвара, о которой точно нам стоит поговорить, это поиск миссий. Вот в обычной игре просто по ходу игры из ниоткуда появлялись где-то какие-то миссии. А в Лонгваре это не так. Миссии, как я уже сказал, у нас появляются только если у нас люди занимаются разведданными, либо если мы сами, вот наш вот этот вот корабль, сидит в каком-то регионе и сканит там миссии. К слову, вот корабль приравнивается к 4 людям. То есть вот наш корабль, который сидит и где-то что-то делает в каком-то регионе, он как бы там сканит, по сути, так же, как 4 человека. И тоже может найти миссию. Ну, либо усилить поиск в каком-то регионе, где у нас уже идет разведка. И когда такая разведка идет, со временем у нас появляются миссии. Они вот так вот появляются на карте. Появляются они разного качества, в зависимости от того, сколько у вас людей занималось этим поиском миссий. Вот смотрите, для примера я подобрал момент, где у нас найдено 3 миссии, они уже, видите, разного качества. Где-то красная полоска, где-то зеленая. Давайте вот нажмем, например, на красную. Экран миссии, здесь куда важно смотреть. 2 самые важные вещи. Это базовая активность противников 7-9, то есть предположительно столько врагов будет. И время, за которое нам надо успеть эту миссию как бы проникнуть в нее. Вот в данном случае это всего лишь 20 часов. Это очень плохо, сразу говорю. Вот давайте попробуем посмотреть, почему это плохо. Вот мы проникаем. Вот давайте мы наберем базовый отряд. Базовый отряд — это 5 человек. То есть игра рассчитана на то, что, ну, как бы разработчики игры заложили в Лонгвар, что вы будете выполнять миссии в 5. Это такой золотой стандарт. Вот мы взяли 5 человек. Как мы помним, нам писали 7-9, но у нас было всего лишь, вот смотрим теперь сюда, всего лишь 20 часов, а для проникновения отрядом из 5 вот этих вот людей, именно этих, нужно 6 дней 1 час. Как видите, они очень жестко не успевают. Миссия доступна всего 20 часов, нужно 6, они успевают всего лишь на 13%. И поэтому из-за того, что они так сильно не успевают, врагов там будет не 7-9, а вот столько. Ну, сами видите, это все, это просто самоубийство, идти туда, 5. Более того, смотрите, даже если я всех уберу, оставлю только 1 человека, все равно время не сильно, как бы, не сильно ситуация поменялась, да, их стало чуть-чуть поменьше, но это все равно просто небо и земля. То есть мы никак на такую миссию, на которую очень мало времени, не можем проникнуть, как бы мы ни хотели. Мы всегда столкнемся там с жестью жестянской. Еще более того, помимо того, что их много, вот этот плюсик, здесь вот бывает 1 или 2 плюсика, означает, что они еще и будут под бафами. То есть это мало того, что их 40, так они еще и под бафами. Это просто жесть. Никогда на такие миссии не ходите. Вот я прям вот зачеркиваю. Если вы не успеваете проникать, не ходите на такие миссии. Все, вы опоздали. Просто не ходите туда. Посмотрим по качеству другую миссию. Вот мы нашли еще одну миссию. Она зелененькая, как вы видели. Здесь совсем другая ситуация. Здесь 7 дней 16 часов. То есть мы обнаружили своевременно эту миссию. У нас тоже здесь пишется 7-9, но времени гораздо больше. Давайте попробуем проникнуть на эту миссию. Мы точно так же набираем людей, точно так же 5 человек, золотой стандарт, да. Мы их набираем, вот, 5 человек. И мы что видим? Совсем другая ситуация. Вот этим 5 людям нужно 6 дней 1 час, а времени 7 дней. То есть они успевают, видите, написано, насколько даже они успевают, на 126%. И врагов будет 7-9. Совсем другая ситуация. Вот это уже выполнимо, на это уже можно тыкать, проникать, уже начинать миссию. То есть все будет окей. Более того, если вы видите, что процентов довольно много, вы можете даже еще немножечко накинуть людей, например. Давайте добавим еще ниндзю. Смотрите, влазит, видите, я добавил еще одного целого бойца, уже не в 5, а в 6 пойдем. Да, я получил за это штраф. Штраф вот здесь, вот видите, размер влияния отряда. Он появляется всегда, когда вы берете больше 5 человек.
Смотрите, мы уберем. Если вы меньше людей, чем 5 отправляете, у вас это, соответственно, будет бонус. Видите, я убираю людей, получал небольшой бонус. Но если я набираю больше 5, уже начинается штраф. Вот, и он будет тем больше, чем больше вы наберете людей от 5. Итак, дальше к чему мы идем? Вот смотрите, 6 человек уже проникают на 100 спокойно, все прекрасно. Давайте теперь еще, чтобы закрепить, рассмотрим такую ситуацию, что вот мне именно на эту миссию, ну вот позарез, не знаю зачем, надо отправить 7 человек. Смотрите, вот я накинул 7 человек, получил большой штраф, естественно. Из-за этого штрафа, видите, я уже не успеваю на соточку проникнуть, и уже врагов сильно больше становится, да? Но вот мне надо проникнуть. Как я могу повлиять все-таки на вот это вот время проникновения? Я что могу делать? Я могу начать всем выдавать легкое оружие. Легкое оружие — это ППшки всякие. Лазерные, обычные, всякие ППшки. Это считается легким оружием. Если вы будете выдавать его солдатам, а еще лучше, если вы будете на него вешать глушители. Глушители тоже в этом помогают. У меня, к сожалению, их нет, чтобы показать. Ну, просто запомните, ППшки и глушители тоже могут снижать вот это время проникновения. Давайте, я уже много кому дал. Смотрите, вот эта нижняя штучка, она как раз показывает, насколько вы смогли уже снизить. Видите, я 9 часов выиграл благодаря вот этим ППшкам. Также я могу начать у людей забирать обмундирование. Вот смотрите, я сейчас буду у всех забирать все, чтобы они пустые были. Просто для примера. Забрали. Вот 2 уже освободили. Давайте еще какого-нибудь для более такой ясной цифры. Берем. Вот я освободил вообще от экипировки 3 людей. Минус 17 часов. Видите? И я все приближаюсь. Вот уже меньше стало врагов. То есть, что можно из этого заключить? Если я вообще у них у всех сейчас все заберу и всем выдам ППшки, высока вероятность, что я таки добьюсь 100% и смогу проникать большим составом. И тут уже начинается вот эта ваша игра, ваше жонглирование с вот этим проникновением. То есть нам что нужно как игроку? Нам всегда хочется выступать большим отрядом, и чтобы врагов было как можно меньше. Но это не всегда получается из-за того, что задания бывают разные. И поэтому вы вот так вот жонглируете. Вы где-то выдаете ППшки, где-то забираете у них обмундирование, где-то наоборот выдаете побольше обмундирования. И стремитесь всегда выполнять миссии, чтобы у вас было здесь больше 100%. И тогда все будет в ажуре. Если меньше 100, уже будет сложнее. Если сильно меньше 100, вообще будет невыполнимо. Никогда на такое не летайте. Вот здесь какой еще важный момент, можно сказать. Помимо вот этих вещей, про которые я рассказал, есть еще вот такая вещь. Ускорение. Вот смотрите, мы накинем, давайте 2 людей для примера. Ну прям вообще, да, максимальный отряд. Смотрите, максимальный отряд, капец как плохо он проникает. Видите, много народу слишком. Но у нас есть вот такое ускорение. С вот этим ускорением, вот такой огромный отряд, который у меня, казалось бы, должен плохо проникать, но с ускорением он проникнет нормально. Это тоже опция, этим тоже можно пользоваться. Ускорение требует разведданных, но тем не менее иногда на некоторые миссии, на некоторые важные рейды, там, колонны и так далее можно вот этим пользоваться. Вот смотрите, давайте для примера я покажу просто, где это находится. Допустим, я согласился, что да, я хочу таким гигантским отрядом проникать на какую-то важную миссию, мне это нужно. И я решился, что да, я потрачу разведданные. Я нажимаю проникать. Вот они полетели. И это ускорение находится вот здесь. То есть мы тыкаем на миссию, на которой мы собирались проникать, и у нее есть вот такая кнопочка «Ускорить проникновение». Как мы помним, если я не буду ускорять, они не успеют. Нас будет ждать очень много врагов, но если я ускорю, пожалуйста, вот 30 разведданных, то они успеют. Соответственно, если мы сейчас дождемся 100%, число врагов опустится до минимума, до 7-9, и все будет прекрасно. И, внимание, вот когда мы уже все настроили, мы отправили людей на проникновение, ни в коем случае не надо сразу туда лететь и выполнять. Наши люди еще проникают. Проникают они как раз таки то самое время, которое у вас было вот там написано. То есть в данном случае 6 дней 20 часов. И нам нужно просто ждать это время, заниматься чем-то другим, искать другие миссии, копать и так далее. Все, мы просто ждем. Мы просто ждем. Ну, мы не будем ждать 100%, я думаю, вы уже поняли смысл. Мы ждем, и они проникают. Вот они уже проникли на 22%. Когда, соответственно, дойдет 100, тогда миссию можно начинать. Игра сама у вас встанет на паузу, как бы намекая, что что-то там закончилось.
Вы нажмете на миссию, вы увидите здесь 7-9, все прекрасно, и нажмете начать операцию, и миссия пойдет. Если в ходе каких-то обстоятельств, например, я не знаю, что-то изменилось, вам нужно забрать оттуда людей, появилась другая, более вкусная миссия, или тут, например, сила Адвента повысилась, и вы теперь видите, что вот вы дождались 100%, а ну как-то не в ажуре, да, вообще врагов все равно много, вы можете, в принципе, отменить. Вы можете нажать прервать, и все, и миссия как бы оборвется. То есть вы заберете людей и отмените миссию. Вы все равно при этом можете на нее опять заново полететь, но время-то вы уже потеряли. Окей, про миссии я рассказал. Теперь давайте поговорим про Адвент. Сами пришельцы, наш главный враг Адвент, в лонгваре стал заметно умнее, чем он был в обычной игре. Это не просто тушки, которые появляются где-то там на миссиях, это прям целый интеллект, у которого есть свои механики, который работает по своим принципам, и цель его всячески помешать вам. Вот смотрите, давайте начнем, разберем, так сказать, все, из чего состоит этот Адвент. Вот смотрите, Адвент на начало игры владеет всем миром. Все регионы, все вот эти регионы, они все его, как я уже говорил. Вы просто жалкие повстанцы, у которых есть убежище, есть корабль, и все, и вы как партизаны пытаетесь как-то ему подгадить, но, в общем-то, Адвент владеет всем миром на момент начала кампании. У него в каждом регионе есть база. Вы эту базу не видите, вы не знаете, где она пока еще. Чтобы узнать, где она, нужно выполнить цепочку освобождения, про что я говорил. То есть нужно выполнить миссии с освобождением. Раз, два, три. У вас откроется 4-я вышка. Когда вы выполните миссию с вышкой, у вас наконец-то после взлома этой вышки вы узнаете, где находился штаб. У вас появится штаб. И вот тогда вы уже как бы его нашли и можете его атаковать. И после уничтожения штаба вы освобождаете регион. Это момент, связанный со штабами. Другой момент. Смотрите, у Адвента в каждом вот из этих регионов, которые под его властью, есть некая сила. Вот она всегда вот здесь написана. Сила Адвента 2, например, здесь. Тут вот, например, 3. Тут 1. Там, где вы не установили контактов, вы не знаете сколько. Она на самом деле тоже есть какая-то, но вы не знаете сколько. Только когда у вас будет убежище, вы сможете это видеть. Что такое сила Адвента? Сила Адвента — это, так сказать, сколько вооруженных сил теперь есть в регионе у Адвента. Вот здесь у него вооруженных сил 3, здесь 2, а здесь 1, где-то еще сколько-то. Сколько всего таких вооруженных сил можно посмотреть вот здесь. Если вы нажмете сюда, вы увидите глобальная сила Адвента 36. То есть вот по всему вот этому миру, во всех вот этих регионах, где-то раскидано 36 сил Адвента, из которых вы видите одну здесь, 2 тут и 3 вот тут. Они, эти силы, перемещаются по карте. Они иногда перемещаются рандомно, они иногда где-то появляются, эти силы. То есть Адвент, он прогрессирует, он создает новых пришельцев, но по ходу кампании это число увеличивается, соответственно, нагнетая обстановку войны с ним, да. И что здесь ключевое, что нужно знать об этой силе? При силе 1-2, вот давайте на примере миссии это будет видно, вот смотрите, здесь сила 2. При силе 1-2 у вас минимальная, ну вот это вот не минимальная, а базовая активность врагов 7-9 будет. Если сила перескочит на 3, вот как, например, здесь 3-4, то вот эта базовая активность возрастет, она уже будет 10-12. То есть на рядовых, на обычных миссиях будет просто тупо больше врагов из-за того, что сила 3-4. Если сила будет 5-6, там уже врагов будет еще больше, соответственно. Там уже 13-15, по-моему, врагов будет. Это уже сильно больше. То есть уже, как вы понимаете, в 2 раза больше, чем там, где сила 1-2. Вот это вот я на экране, думаю, сейчас покажу, какая сила от чего зависит. Это просто важно помнить. Соответственно, какой из этого вывод? Что миссии лучше искать в тех регионах, где меньше вот этой силы Адвента. Там миссии будут легче. Другой момент. В каждом регионе есть другой параметр, вот такая вот бдительность. Вот здесь, смотрите, единичка, ну у меня здесь везде единичка, потому что это тестовая кампания. Бдительность — это то, насколько в регионе поднята тревога, насколько там Адвент паникует, насколько он там встревожен. Эта бдительность повышается каждый раз от того, что вы производите какие-то агрессивные действия, направленные на Адвент. Выполнение миссии успешное, то есть вот если я выполню миссию успешную, я подниму бдительность на единичку. А некоторые миссии, они прям специально повышают бдительность Адвента. Например, взрыв памятника Адвента повышает бдительность на 3. Вот. И вот эта бдительность повышается. Вот эта бдительность, она
уменьшает силу поиска ваших миссий, то есть как бы Адвент паникует, он встревожен, он знает, что вы что-то здесь делаете, и при большой бдительности миссии будет труднее найти нормальные. У вас будут чаще выпадать миссии с маленьким временем. Поэтому, когда бдительность перескакивает, ну там, я не знаю, 10, это уже явный сигнал как бы прекращать там искать что-то, потому что вы очень, ну, плохие миссии вы будете находить. Также бдительность вот эта, она немножко как бы помогает предсказать деятельность Адвента. Вот, например, представим ситуацию, что вот здесь я выполнял очень много миссий, например, у меня тут бдительность стала 10, а здесь я не делал ничего. Ни вот здесь, вот, ни вот здесь я ничего не делал. Тут по-прежнему по единице, а здесь 10. Что это значит для Адвента? Адвент знает, ага, здесь у нас повстанцы, надо бы их замочить. И он начнет вот из этого региона, ну, в общем, из всех ближайших регионов силу, которая здесь есть, перетягивать туда, где у нас большая бдительность. Соответственно, сюда. И сила медленно будет уменьшаться везде рядом и повышаться там, где большая бдительность. Он как бы перебрасывает войска, смотря туда, где вы активизируетесь. И так можно ловить Адвент, как бы немножко управлять его поведением, уменьшая или повышая бдительность там, где вам это нужно. Тут еще какой важный момент, можно сказать, что при вот этой переброске, вот допустим, вот у нас здесь сила 3, а здесь сила 2, да, но у нас здесь огромная бдительность. Я знаю, что Адвент вот отсюда с очень большим шансом будет перебрасывать войска сюда. Я буду здесь тогда искать миссии, допустим, да, я даже посажу ученого, я сам здесь буду сидеть сканить. Вот, я нашим штабом подлечу сюда. Я буду здесь усиленно сканить и с очень большим вероятностью смогу поймать здесь рейд или колонну. Как бы вот эту вот армию, которая перемещается, подловить на перемещении сюда. И уничтожить ее впоследствии, если я выполню этот рейд или колонну. Это сложные миссии, их сложно обнаружить. Адвент не дурак, он идет там, я не знаю, тайными тропами. Вот. Но тем не менее, такой шанс есть. Если мы его обнаруживаем, мы получаем возможность вот эту одну единичку силы, которая движется, вообще просто-напросто уничтожить. И как вы понимаете, это очень круто. Вы забираете и ресурсы Адвента, и не даете здесь подняться силе, и вообще убираете силу. Поэтому этим мы обязательно будем пользоваться. Это вообще залог успеха, на самом деле, игры на ветеране и на легенде. Поэтому вот этот пункт желательно еще раз пересмотрите про вот эти переманивания. Очень важно находить вот эти рейды и колонны, когда вы знаете, что Адвент будет перебрасывать свои войска. Также есть еще один способ уничтожить силу Адвента. Это освобождение региона. Вот представим, что я здесь выполнил уже всю цепочку освобождения. Я уже нашел штаб. И когда я штурмую штаб, моя победа в этом регионе, то есть уничтожение штаба, уничтожит здесь до 5 силы Адвента. То есть представим, что у меня было 6, например, здесь была сила 6, я напал на штаб, 5 уничтожится, она вообще сгорит, исчезнет. А оставшееся, все, что было выше 5, оно будет переброшено, ну, куда-нибудь в рандомном порядке. Типа эвакуировались, там сбежали. Вот это что касается силы. Также другой параметр Адвента — это вот такой технический уровень. Здесь на самом деле все очень просто. Это просто техническое развитие, как бы стадия игры, можно так сказать. Оно измеряется от единицы до 20. Ну, на самом деле больше оно идет, но ключевое это от единицы до 20. То есть Адвент с каждым таким уровнем становится просто сильнее. Появляются новые виды пришельцев, врагов, на миссиях становится сложнее. Тут какие важные пункты, о чем стоит сказать, что на 3-м уровне, вот, ну, дам такой намек, вот разбивочка на экране, думаю, будет, на 3-м техническом уровне появляются вайперы, копейщики, патфайндеры, и с небольшим шансом могут появляться уже роботы. Вот, поэтому вот, обращайте внимание на технический уровень. На 3-м уровне появляются новые серьезные враги, желательно быть к ним готовым, уже миссии будут не такие простые. Другой такой важный пункт — это 7-й технический уровень. Вот видите, я на грани нахожусь, сейчас у меня 6. 7-й технический уровень тоже важный. Почему? Потому что там большинство солдат Адвента начинают появляться 2-го уровня. То есть если у них раньше было там 4-5 хп, теперь у них будет 8-9 хп. Там, то есть x2 практически по хп они увеличиваются. Как вы понимаете, это жестко. То есть уже надо бы обладать хорошим вооружением и лучше готовиться, потому что вот на 7-м уровне очень много войск 2-го уровня. Также на 7-м уровне начнут просто так появляться матоны вместо солдат. И на террорах могут появляться крисолиды, очень неприятные пришельцы.
Поэтому вот такой 7 уровень можно держать в голове. Ну и еще один пункт я вам скажу, это 14 уровень. Техуровень — это начало лейтгейма, потому что вот именно начиная с 14 технического уровня начинают появляться очень страшные враги, некоторые из которых могут просто в одиночку вас заруинить всю вашу компашку. Вот 14 уровень желательно тоже держать в голове. Если вы пересекли игру за 14 уровень, ну прям вообще серьезно уже пора относиться к миссиям, а не абы как. Окей, про это тоже рассказали. Также у Адвента есть вот этот самый проект Аватар. Всеми нелюбимый. Вот этот наш счетчик, который постоянно нас подгоняет. Этот проект Аватар в сборке в моей начинает уже свой отсчет после первого месяца. Единичка, и он медленно-медленно тикает, постепенно даже ускоряясь тикает. То есть Адвент не стоит на месте. Он постоянно что-то там разрабатывает, ставит какие-то новые базы. Они копят этот проект Аватар, и в конечном итоге он вас прикончит. Происходит это, ну, я не знаю на самом деле когда, если совсем уж ничего не делать. Ну, в общем, быстро. Он вас прикончит довольно быстро, если вы ничего не будете делать. Поэтому вам нужно будет периодически как-то посматривать на это дело и снижать этот проект Аватар. Какие есть способы его снижения? Ну, самое банальное — это захватывать как можно больше регионов. То есть, открывая, захватывая регионы, полностью их освобождая, вы убираете проект Аватар. То ли на единичку, то ли на 2, не помню. Каждый новый регион снижает этот проект Аватар. Плюс открытие регионов позволит вам в дальнейшем находить особые лаборатории Адвента, в которых концентрируется очень много вот этого аватара. И, соответственно, если у вас много регионов, у вас есть больше шанс найти такую лабораторию, вы сможете ее штурмануть и очень сильно снизить проект Аватар. Это вообще, наверное, ключевой способ снижения. Также аватар может снижаться у нас... Нет, не здесь, подождите. У нас он может снижаться вот здесь, в центре тайных операций. Иногда у вас будут выпадать вот такие вот операции, замедление развития проекта Аватар. Их делать довольно сложно, там у них большой шанс провала, они долгие, но тем не менее это замедляет проект Аватара. То есть убирает от него там единичку или 2. Вот такой вот есть еще способ. Также именно в моей сборке в Ultimate я добавил один приказ сопротивления. Приказы сопротивления — это вот эти штуки, как вы помните. У заступников есть очень крутой приказ, на 2-м уровне он открывается заступников, который позволяет каждый месяц пассивно снижать аватар. Он не факт, что он вам выпадет, иногда его просто нет, но иногда он выпадает, вы можете им тоже пользоваться, тоже снижать аватар. Ну и как будто этого было мало, еще есть такое понятие в лонгваре, как Dark Event, вот эти события. Посмотреть их можно вот здесь. Кнопочка события. Когда вы на нее нажимаете, вы видите готовящиеся события. Вот вам написано, это готовящиеся события. То есть они скоро произойдут. Вот Адвент, например, сейчас у нас готовит барьер. Защита врагов от взлома и пси-способностей удвоена. Это временный будет как бы event. То есть когда он произойдет, когда он подготовится, в течение там месяца или 2 вот эта штука иногда будет на миссиях у вас появляться. То есть некоторые враги будут под бафами. То есть в данном случае у них будет защита повышена, да. А вот такой готовится постоянный Dark Event, то есть часовые адвенты получат способность внимательность, дающую дополнительную защиту и броню в режиме наблюдения. Вот где-то сейчас, то есть смотрите, на вот этой всей карте, как я уже сказал, которая вся принадлежит адвенту, где-то в каком-то регионе, скорее всего, причем отдаленном регионе, до которого вы даже дотянуться не можете, готовится вот это постоянное событие, как некое исследование. И когда оно там приготовится, он применится и попадет в статус активных. Вот здесь кнопочка переключает статус активный, оно попадет сюда, и все, просто всегда, то есть до конца вашей игры часовые адвенты будут иметь вот эту способность. Пожалуйста, весь адвент стал сильнее. И вот эти активные постоянные бафы адвента, они будут копиться всю игру. То есть там потом, когда вы зайдете сюда под конец игры, вы удивитесь, что здесь будет штук 40 просто этих бафов. Адвент будет нереально перебафан. Вот эти Dark Event. Их иногда можно прерывать. Это, конечно, редко получается, но иногда такое можно делать. Например, вот если нам повезло и Dark Event где-нибудь вот здесь готовился, например, так как регион не освобожден от адвента, например, вот здесь они сейчас что-то исследуют, а я здесь ищу миссии, мне может выпасть миссия, в которой будет написано «предотвращает события адвента». Это что будет означать? Что оно будет предотвращать, ну вот что-то из этого. Например, отменит вот этот постоянный баф. И если я, соответственно, эту миссию выполню успешно,
то Адвент лишится вот этого постоянного бафа. Он не попадет в итоге сюда и не будет работать, и Адвент станет чуточку слабее. Это тоже важный момент. Это миссии с такими вот прерываниями дарк-ивентов считаются ценными. Их можно даже ускорять. Вот такой момент. Об этом тоже стоило сказать. Так, ну и к чему это все? Давайте подытожим. Значит, смотрите, в Лонгваре, вот помимо всех вот этих механик прекрасностей, что я рассказал, цель игры на самом деле не поменялась. Мы точно так же, как и в основной игре, пытаемся выполнить нашу основную сюжетную ветку. Вот эти задачи, которые тут постепенно появляются, меняются. Но дело в чем, что если в основной игре вас вообще никто особо не торопил, вы могли преспокойно вот это все делать, и как бы никаких проблем, то в Лонгваре идет постоянная гонка с Адвентом. Вот, то есть Адвент со временем становится сильно сильнее, если вы пассивничаете, если вы не ловите рейды, не ловите колонны, если вы не освобождаете регионы, не нападаете на его лаборатории, Адвент, поверьте, очень быстро вас заруинит и сделает вашу жизнь невозможной. То есть вы не сможете вообще никак эту сюжетную ветку заполнить. Более того, если вы не будете достаточно активны, проект Аватар вырастет с такой скоростью, что вы уже там буквально на 4-й месяц можете проиграть, там на 4-й, на 5-й, и все. Просто он закончится, и до свидос. Поэтому мы вынуждены, помимо сюжетной ветки, мешать Адвенту, ловить рейдами его, ловить его колонны, нападать на его штабы, предотвращать всякие события, ломать его лаборатории, где делается Аватар. Мы вынуждены как бы постоянно нападать на Адвент, чтобы выиграть чуть больше времени для сюжетки и просто банально не умереть. В этом, собственно, и прикол Лонгвара, что вы не играете в какую-то а-ля кинцо компанию, а вы играете с очень сильным противником, который на большой сложности, к тому же реально очень сильный, и в стратегическом, и в тактическом плане постоянно с ним воюете. Вот, ну, на этом, думаю, достаточно. Надеюсь, это видео поможет новичкам разобраться в основах. Я обязательно в описании прикреплю ссылки на то, где есть в текстовом варианте больше информации о всех этих механиках со всеми подробностями. Вот, ну и жду вас в следующей части, где будет топ советов от меня по тому, как стартовать и как начинать игру. Вот, всем спасибо за просмотр и пока.